прошлом видео я показал Виталия, его трансформацию за несколько месяцев, и вы завалили меня вопросами, как он это сделал всего за 4 месяца. Как раз таки это видео про программу тренировок Виталия, как вы с ним питались, каким принципам следовали для того, чтобы настолько быстро убрать жир и оставить себе при этом неплохую мышечную массу. И если тебе нравятся мои видео, не забывай подписываться, потому что просмотров пошло уже отлично, а подписчиков пока что мало, поэтому поддержи меня в этом, пожалуйста. Виталий обычный человек. 10 часов в день он работает руками. Когда он пришел ко мне, его цель была четкая: убрать живот как можно быстрее, сохранив при этом силу для работы. Мы начали с оценки: процент жира, уровень стресса, режим сна, и вот что важно, он не тренировался каждый день. В среднем это 3-4 тренировки в неделю. Какие тренировки мы использовали и что из этого сработало лучше всего? Конечно, мы в первую очередь использовали главный принцип похудения. Это использовать базовые многосуставные упражнения по типу подтягиваний, приседаний, потому что такие упражнения задействуют больше мышечных групп, соответственно, и тратят больше энергии, равно больше калорий. При этом силовые упражнения помогают нам не только сжечь жир, но и сохранить мышечную массу. Второй принцип: тренировка должна быть интенсивной, то есть это минимальный отдых 1,5-2 минуты и достаточно большое количество повторений, примерно 10-15. А вот список основных упражнений, которые мы делали: подтягивания, тяги, отжимания на брусьях, приседания, отжимания со своим весом или с дополнительным весом. При этом у нас было минимум кардио, оно присутствовало, но это минимальное количество, примерно 10-15% от всей нашей программы тренировок. Ой, блин. Стой. Почему так? Есть исследования, которые подтверждают, что именно силовые тренировки вызывают так называемый эффект afterburn. Силовые тренировки сжигают жир даже после тренировки. Сейчас про питание. С Виталием мы не прописывали питание в дефиците калорий, но все равно похудели. Я не понял, это что за нехорошую информацию ты нам тут даешь? Да, окей, я немножко преувеличил. У нас, конечно же, был дефицит калорий, иначе бы мы не похудели, но этот дефицит калорий мы добились не за счет питания, а в первую очередь за счет физической активности, за счет его тренировок и его работы. На работе он, конечно, тратил достаточно много калорий. Это тоже обязательно нужно учитывать, чтобы случайно не ввести организм в так называемый защитный режим. Когда он замедляет метаболизм, и даже с низким калоражем у вас не получится скинуть вес. Более подробно я об этом рассказывал в выпуске про похудение. Вроде тут, либо тут будет. Скорее всего тут. Насчет калорий и БЖО у нас он был примерно таким. С работой у Виталия не было возможности питаться несколько раз в день, плюс добавлять перекусы, так что в основном мы использовали принцип плотного завтрака и простого ужина. Это питание работало именно с его ритмом жизни, это важно очень найти для себя идеальный вариант питания, который будет вам подходить, который будет комфортным. Это очень сильно уменьшает риск того, что вы сорветесь при очередном подсчете калорий. Психология и дисциплина – также безумно важный момент. Нужно понимать, что Виталий обычный человек, он не супергерой, он уставал после работы, он также иногда не хотел идти на тренировку, пропускал режим питания. Но тут нам помогло самое главное. У нас была четкая система, без фанатизма, но с результатом. Мы убрали хаос. Он знал: 4 тренировки в неделю, четкое и понятное питание, и он будет в форме. Это сильно влияет на мотивацию. Когда человек знает, что он делает и зачем, они мечутся: ой, а что мне сегодня покушать на завтрак? А что я сегодня тренирую? Ноги, либо лучше вверх потренировать? Ай, пропущу. Конечно, с таким подходом дисциплины особо не добьешься. И вот, наконец, его результат за 4 месяца. Он хотел показать этот результат для вас, чтобы других людей мотивировать также своим результатом, поэтому вы тоже не стесняйтесь скидывать отзывы по программам. Это помогает другим людям и показывает, что лишний вес, либо худоба – это вопрос, который решается достаточно просто на самом деле. А если вы хотите такой же результат, оставлю ссылку на разбор в описании, там мы можем обсудить именно ваш случай, подобрать тренировки и питание именно под вас, под ваш режим учебы, работы. На него я даю гарантию результата. То есть, если мы не сделаем такой результат, как у других моих клиентов, я возвращаю деньги. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если хотите больше реальных результатов.